Привет, меня зовут Елена Морей, и сегодня я отвечу на самые часто задаваемые вопросы по стрижке каре. Это моя модель, у нее достаточно длинные и тонкие волосы, и сейчас мы будем стричь прямое каре. В основном сейчас разберу ошибки, более частые ошибки, которые встречаются мне на обучении у моих мастеров. Я выделила первый блок, и первый блок в классическом каре разбирается по затылочному бугру и к центру уха. То есть вот у меня у моей модели затылочный бугор, и я веду пробор к центру уха. Первый шаг – это ребро жесткости. Я полностью весь блок вычесываю на высоту пробора, хорошо вычесываю, чтобы не было никаких неточностей. И параллельно полу в плоскость задаю ребро. Следующий шаг – это краевая линия. Так как у меня будет прямое каре, я задаю арку совсем минимально, учитывая только то, что волосы при сушке у меня поднимутся. Далее задаю градуировку. На весь блок хватит всего лишь 5 прядей. Не нужно делать мелкие пряди. Будет одна прядь по центру, потом еще 2 по бокам на своем месте, и 2 последние пряди я буду подтягивать к предыдущей, в ту точку, где голова начинает закругляться. Беру первую прядь. Сейчас моя задача убрать угол, соединить ребро жесткости и краевую линию. Следующую прядь я беру еще на своем месте, то есть я немного сдвигаюсь в бок, при этом я стою на одном месте. А вот следующую прядь я подтягиваю к предыдущей, в ту точку, где голова начинает закругляться. Таким образом, градуировка получается тоже в плоскость. Следующий шаг, я обязательно подбриваю вихры, но обязательно подбривать вихры нужно в мокром виде, до того, как вы начнете сушить блок. У моей модели вьющиеся волосы, поэтому то, что они не лежат единым блоком, это нормально. Теперь приступаю к укладке. Мастера очень часто допускают ошибку при укладке. Нельзя брать полностью весь блок и начинать сушить, то есть это ошибка. Так делать не нужно. Для того, чтобы правильно высушить первый блок, нужно взять тонкую прядь сверху, сначала просушить ее и затем все остальное просушить вниз. У моей модели не очень удобный рост волос, то есть волосы уходят вправо. Надеюсь, что это видно на видео. И таких клиентов, к сожалению, у нас очень-очень много. Так вот, техника Demetrius как раз-таки и создана для того, чтобы можно было скорректировать рост волос. И в классическом каре у нас будет 3 несведенные зоны, которые будут корректировать нежелательный рост волос у ваших клиентов. Я сейчас объясню, как это сделать. Сейчас я буду дорабатывать краевую линию машинкой, но вот здесь сразу хочу вам сказать, что очень многие мои ученики начинают закапываться уже на этом этапе, потому что рост волос у каждого человека далек от идеала, да? Вот, и здесь ваша задача максимально четко доработать краевую линию. Но бывает такой рост волос, что это просто невозможно сделать, и тогда не нужно просто закапываться. Оставьте так, как есть. Я немного шлифую, если это нужно, и дорабатываю краевую линию. Вот здесь волосы немного заворачиваются, и машинкой мне будет неудобно доработать. Я немножко машинкой пошлифую, а остальную часть доработаю ножницами, направляя ножницы против роста волос.
Здесь очень важно дорабатывать на тот рост волос, который есть у вашей модели, потому что если вы будете оттягивать и дорабатывать на пальцах, то когда вихры поднимут краевую линию, краевая линия будет неточная. Поэтому максимально вытягивайте и дорабатывайте, учитывая вихры, которые есть у вашей модели. Максимально то, что можно было сделать с ростом волос моей модели, я сделала. И сейчас буду приступать к стрижке второго блока. Второй блок я разделяю на 2 сантиметра ниже перпендикуляра. Что же такое перпендикуляр? Если взять две плоскости, затылочную и теменную, и на пересечении этих двух плоскостей провести биссектрису к голове, то это и будет точка перпендикуляра. И в каре классическом я буду разбирать второй блок на 2 сантиметра ниже перпендикуляра. После того, как я разобрала пробор, первое мое действие – это размочить блок. Обязательно волосы должны быть мокрые, очень сильно мокрые волосы должны быть у вас. Первый шаг – это краевая линия. И краевую линию я буду задавать на 1 сантиметр длиннее краевой линии первого блока. Следующий шаг – это градуировка. Здесь будет оттяжка 90 градусов в голове, угол среза 90. В каре классическом нельзя сделать угол среза больше, так как в каре классическом у нас 3 не сведенные зоны, и большая разница между блоками нам не нужна. Поэтому максимальный угол среза это 90 градусов. Точка краевой линии у меня выпадает, и я убираю небольшой угол. Вот вы уже можете видеть, волосы, которые прострижены по одной длине, выворачиваются, а волосы, которые уже с градуировкой, подворачиваются так, как мне нужно. Дальше градуирую полностью весь блок диагональными проборами, то есть я разворачиваю проборы по росту волос. И здесь очень важно пальцы держать параллельно пробору, который я выбрала. По контрольной пряди. Вот моя контрольная прядь. И градуирую следующие пряди. Каждая прядь на своем месте, оттяжка всегда себе в грудь. Я стою напротив фронта работ. Стойка при стрижке тоже очень важна. Последнюю прядь подтягиваю к предыдущей для того, чтобы не образовалась дырка вот в этом месте. Я закончила простригать второй блок и сейчас буду приступать к укладке. Для того, чтобы качественно выполнить укладку второго блока, мне нужно разделить на 2 части. Сначала просушу просто воздухом и затем приступлю к укладке. Я закончила выполнять укладку, и теперь нужно доработать краевую линию машинкой. Там, где мне неудобно доработать машинкой, я буду дорабатывать ножницами. В процессе стрижки я передумала делать прямое каре, так как у моей модели очень сильно вьются волосы, и буду выбирать височные зоны на удлинение. Объясню, как выбрать и височные зоны на удлинение, и для прямого каре. Для прямого каре височные зоны буду выделять через лобную впадину, через бугор ко второму блоку. То есть вот такой пробор мне нужно было бы выбрать, если бы каре было прямое. Очень часто мастера выбирают проборы, закругляя ко второму блоку. И тогда вот эта масса волос дает излишнюю плотность по бокам, так называемые уши. Поэтому всегда следите за тем, чтобы пробор был максимально ровный. Он будет немного закруглен, но только за счет того, что голова круглая. Далее пробор на удлинение будет разбираться под височным выступом через височный бугор ко второму блоку. То же самое под височным выступом через височный бугор и ровно ко второму блоку.
Если бы я стригла прямое каре, тогда я бы отстригла краевую линию, задавая визуально небольшое удлинение, ориентируясь на краевую линию ранее подстриженного блока. Но здесь я буду задавать краевую линию на удлинение, поэтому я весь блок зачесываю за ухо и задаю краевую линию, ориентируясь на краевую линию затылочного блока. Еще был вопрос, как задать максимальное удлинение к лицу. Максимальное удлинение вы можете задать также зачесывая прядь за ухо. И вот в этой точке у вас всегда должны сходиться два блока, височный и затылочный. А дальше вы можете увести пальцы и отрезать на максимальное удлинение. Сейчас покажу, как это выглядит. То есть вот таким вот образом. Но вы должны понимать, что в стрижке всегда должен быть баланс. И если вы делаете объемный затылок, то здесь так называемые уши до груди висеть не должны. Я тоже не буду делать сильное удлинение, поэтому я простригу по краевой линии второго затылочного блока. Следующий шаг – это градуировка. Я полностью весь блок отчесываю в затылочную плоскость, при этом я сама стою в затылочной плоскости. И, ориентируясь на градуировку второго затылочного блока, убираю угол. Если бы у моей модели были очень тонкие волосы, то на этом можно было бы закончить. Но я хочу еще немного градуировать височную зону. Я сделаю это таким образом. Делю пробором за ухом. От лица все волосы подчесываю к этому пробору и градуирую височный блок. Оттяжка 90 градусов, угол среза 90 градусов. На височных зонах всегда угол среза 90 градусов, потому что височные зоны всегда тоньше, чем все остальные волосы. Я закончила укладывать височные блоки и сейчас буду приступать к стрижке теменной зоны. Для того, чтобы простричь теменную зону, мне нужно из теменной зоны взять контрольную прядь и сделать ее на 1 см длиннее краевой линии уже второго блока. Из теменной зоны мне нужно взять контрольную прядь и сделать ее на 1 см длиннее краевой линии второго блока в нулевой оттяжке. Далее в горизонтальной оттяжке параллельно полу я простригаю всю теменную зону по этой контрольной пряди. Вот моя контрольная прядь. Не прибавляю сантиметр, прям сразу по этой контрольной пряди состригаю всю теменную зону. Если мне нужно перехватиться, я расческу вставляю в прядь, зону перечесывать не нужно. Далее я расчесываю теменную зону на пробор и убираю излишки. Излишки убираю только по краевой линии. Неважно, какое бы каре у вас не было, боб или полубоб, либо каре классическое, излишки теменной зоны убираем только по краевой линии. Излишки убираю в нулевой оттяжке. Когда дохожу до стрижки височных зон, волосы назад не отчесываю. Стригу ровно, как они растут. В моей модели немного отрастает еще челка, не доросла до основной длины, но ничего страшного, я ее никаким образом простригать не буду, просто пусть отрастает. Теперь мне осталось только высушить теменную зону и доработать краевую линию. Я закончила укладывать теменную зону, и теперь мне осталось только доработать краевую линию машинкой. Для того, чтобы сделать четкую краевую линию, модель должна встать, чтобы краевая линия была на уровне моих глаз. Все, я закончила дорабатывать краевую линию, и сейчас покажу вам, как подготовить модель к фото. У моей модели кудрявые волосы, естественно, они очень пушатся. Для этого я должна всю пушистость убрать лаком.
Лак я не распыляю близко к голове, издалека создаю облако и приглаживаю торчащие волосы. Все, идеальное каре в технике Demetrius готово, и теперь вы знаете все подробности и все ошибки, которые вы можете совершить, и не будете их совершать. А с вами была я, Елена Морей. Будь с нами, будь Demetrius! Друзья, ну и еще отвечу на ваши вопросы, буду их зачитывать и давать свой ответ. Здравствуйте, мне интересно стрижка четкого каре, переходы на удлинение сзади, шапочки с затылочной зоны к височным и четкая челка, входящая в стрижку. Так, ну, к сожалению, челку на данной модели я не могла показать, у нас есть отдельные видео с челками, вы можете посмотреть челки там. Переходы на удлинение и ровное каре я показала, пересмотрите видео. Шапочки с затылочной зоны к височной — это боб. К сожалению, здесь я показывала каре классическое, боб покажем чуть позже. Как убедить молодую женщину или девушку с длинными волосами подстричь каре? Ну, если девушка или женщина молодая не хочет стричь каре, то, наверное, убеждать ее в этом не нужно, но вы можете показать тренды, посадить зерно, идею девушке в голову, и, возможно, скоро она созреет и захочет быть модной, стильной и быть в тренде. Придет к вам стричь каре. Всегда, когда стригу первый блок в каре, на этапе градуировки в прядях, которые ближе всего к ушам, исчезает характерный уголок, который всегда срезаем в градуировке под 45 градусов. Скорее всего, вы начинаете подтягивать не к закруглению головы, а к центру. Обратите на это внимание и стригите каждую прядь на своем месте, и только последнюю прядочку подтягивайте к предыдущей. Тогда я думаю, что все у вас будет в порядке. И дорабатывайте, естественно, машинкой. Если есть у вас перенакопление объема, его можно всегда убрать машинкой, но только на первом же этапе, то есть не когда вы уже всю стрижку подстригли, а когда вы подстригли только один блок. Самый верхний блок как лучше дорабатывать пойнтингом, вертикально или горизонтальная оттяжка. Всегда верхний блок я дорабатываю вертикально, оттягивая пряди на лицо. Но, например, вот здесь в классическом каре, которое я вам показывала, я не дорабатывала пойнтингом вообще. Я люблю более четкую и ровную краевую, поэтому пойнтингом не дорабатывала. Если нужно вам доработать, пожалуйста, дорабатывайте вертикальными проборами, разворачивая пряди на лицо. Какая разница при проработке на сухую вертикальными прядями и горизонтальными? При вертикальной проработке пойнтингом уходит объем, а при горизонтальной проработке может немного уходить длина. Дорабатывайте пойнтингом там, где это нужно, где есть лишний объем. И уже сами смотрите, либо горизонтальными проборами, либо вертикальными, дорабатывать можно и так, и так. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, оттяжка градуировки в первом блоке 90 к голове или к полу? 90 к голове. Задавайте свои вопросы, мы будем снимать на них ответы. Пока!